Каждая легенда о герое скрывает в себе не только свет, но и тьму. За маской, за символом, за мифом всегда прячется человек, раненый, уязвимый, живущий с болью, которую невозможно заглушить. Бэтмен – это не просто супергерой, это одна из самых мрачных и трагических фигур в современной мифологии. Он не получил силы по воле судьбы, его не коснулась магия или научный эксперимент. Его дар – это рана, его сила – это травма. В темном переулке Готэма, среди шороха листвы и звука выстрела, навсегда оборвалось детство Брюса Уэйна. Там, где другие могли бы сломаться, он превратил свою боль в броню. Но броня эта не защищает его, она лишь делает его вечным пленником своей миссии. Ведь за образом Мстителя скрывается маленький мальчик, который так и остался на коленях рядом с телами родителей. И именно здесь рождается парадокс Бэтмена. Он – герой, которому поклоняются миллионы, и одновременно человек, лишенный свободы. Он живет ради справедливости, но внутри него пылает лишь одно желание – снова и снова переписывать ту ночь, когда зло победило. Бэтмен – это не история о победе добра над злом, это история о том, как травма превращается в судьбу. Это миф о человеке, который стал символом, но так и не сумел остаться человеком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте продолжим. В основе любого мифа о герое всегда лежит рана. У Бэтмена эта рана не метафора, а настоящая зияющая пустота, возникшая в тот миг, когда маленький Брюс Уэйн увидел смерть своих родителей. Мир, в котором до этого было место смеху, свету и теплу семейного очага, в один миг рухнул, оставив после себя лишь холодную пустоту и ужас. Именно там, в узком темном переулке, не просто оборвалось детство Брюса, там родилась его тьма. Психологический портрет ребенка, пережившего такую травму, всегда отмечен особой печатью. Базовое доверие к миру уничтожено. И если для обычного человека мир – это хаотичное, но в целом предсказуемое пространство, то для Брюса он становится ареной случайного, бессмысленного и жестокого зла. Убийца, который лишил его семьи, не имел ни личной вражды, ни причины, и это делает травму еще глубже. Из этой бессмысленности рождается постоянный страх, что зло может настигнуть любого в любой момент. Маленький Брюс переживает классический экзистенциальный кризис слишком рано. Там, где ребенок должен учиться доверять и любить, он сталкивается с тем, что любовь может быть уничтожена в одно мгновение. В психологии это называется травматическая фиксация. Момент становится настолько сильным, что весь дальнейший путь личности вращается вокруг него, как планета вокруг черной дыры. Смерть родителей превращается для Брюса не только в личную трагедию, но и в ядро его идентичности. Он больше не может быть просто ребенком, просто подростком, просто человеком. Его жизнь теперь имеет только одно направление – сделать так, чтобы эта сцена никогда больше не повторялась для других. Но в этой клятве уже заложена трагедия. Обещая отомстить за своих родителей и защитить мир от хаоса, Брюс становится пленником своей травмы. Тьма не появляется внезапно, она растет вместе с ним. Одиночество и вина становятся постоянными спутниками. Ребенок ищет смысл в тренировках, знаниях, силе. Он словно пытается собрать по кускам контроль над миром, которого у него отняли. Но за этим скрыта иллюзия. Никакая сила не может вернуть утраченное, никакой контроль не способен отменить хаос. Все, что он делает, это бесконечная попытка заглушить внутренний крик маленького мальчика, стоящего на коленях перед телами родителей. Так формируется психологический парадокс Бэтмена. Его героизм рождается не из силы, а из слабости, не из света, а из тьмы. Бэтмен – это не маска, а рана, доведенная до предела. Он не выбирал этот путь свободно, он был вынужден идти по нему, потому что иногда выхода для его психики не существовало. Каждый раз, когда он надевает маску летучей мыши, он возвращается туда, в тот переулок. Каждый бой – это символическое повторение той ночи, только с другим финалом. Теперь он сильнее, теперь он может защитить, теперь он контролирует исход.
Но как и любая повторяющаяся травма, эта борьба никогда не дает завершения. Она лишь закрепляет его в вечном круге боли и возмездия. Таким образом, рождение Бэтмена – это не история о герое в классическом смысле. Это история о мальчике, который однажды потерял все и с тех пор живет, чтобы переписывать прошлое. Его героизм, его психическая защита, его броня от невыносимой реальности. Но под этой броней всегда остается то, что делает его трагическим персонажем. Он никогда не сможет быть просто человеком, потому что его внутренний мир заморожен в том мгновении, где погиб его отец и его мать. И именно поэтому история Бэтмена – это не только история борьбы со злом, это прежде всего история борьбы с собственной травмой, которая никогда не закончится. Когда детство Брюса Уэйна сгорело в огне трагедии, он оказался перед парадоксом. Как выжить в мире, которому больше нельзя доверять? Психика ребенка ищет способы защиты, и Брюс находит их в создании двух миров – внешнего и внутреннего. Один мир – это маска миллиардера, наследника Уэйнов, символа богатства и роскоши. Другой мир – Бэтмен, воплощенная тьма, символ страха и возмездия. Эта раздвоенность не просто удобный инструмент, это психологическая необходимость. Брюс Уэйн, как человек, не в силах вынести свою травму. Он слишком слаб, слишком уязвим. Но Бэтмен – существо, которое не чувствует страха. Он становится воплощением тени в юнгианском смысле, всего вытесненного, всего темного, что человек не хочет признавать в себе. В Бэтмене оживает подавленный гнев маленького мальчика, его жажда мести, его мрачная одержимость. Брюс надевает маску не для того, чтобы скрыть свое лицо, а чтобы дать форму тому, что внутри него слишком страшно и разрушительно. Маска – это не прятание, а наоборот, обнажение истинного «я». Ведь настоящий Брюс Уэйн – это Бэтмен, а светский плейбой лишь оболочка, удобный фасад, созданный для общества. Здесь рождается трагическая ирония. Внешний мир видит Брюса как свободного, богатого, влиятельного человека, которому доступно все. Но эта роль для него пуста, это всего лишь симуляция нормальности. За дорогими вечеринками, ухмылкой и беззаботным образом скрывается пустота, которую невозможно заполнить. Настоящая жизнь для него начинается только в ночи, только в тени, только там, где можно снова и снова переживать свою боль в символической форме борьбы со злом. Но двойственность всегда влечет за собой разрушение. Бэтмен не может быть просто героем, он одержимость. Его стремление к контролю и справедливости перерастает в патологию. Он не борется за справедливый мир ради будущего, он борется за то, чтобы прошлое перестало кричать в его душу. И потому эта борьба никогда не может закончиться. Здесь вступает в игру еще одна психологическая категория – изоляция. Брюс живет в окружении людей, но по сути остается одиноким. Его близость к другим всегда мнима. Каждый, кто пытается приблизиться к нему, сталкивается с холодной стеной. Это не случайность, это следствие его внутреннего выбора. Если он позволит себе настоящую близость, он снова окажется уязвим. А уязвимость – это возвращение в тот самый переулок, где его мир рухнул. Двойственность Брюса – это не гармония, а вечное внутреннее противоречие. Он как будто разрывается между двумя полюсами. С одной стороны, желание быть человеком, любить, жить, а с другой – непреодолимая тяга к роли Бэтмена, к мессии, к тьме. В этом смысле он не свободен, его маска управляет им сильнее, чем он управляет маской. Можно сказать, что Бэтмен – это наркомания Брюса. Он не может отказаться, потому что именно в этой тьме он находит смысл, энергию, возможность жить дальше. Но цена – человеческое одиночество и невозможность интеграции своей личности. Он разрезан надвое – человек и символ, свет и тьма, реальность и миф. И вот здесь возникает главный философский вопрос – кем является Бэтмен на самом деле? Герой, который жертвует собой ради других, или же пленник собственной травмы, который просто не знает, как иначе существовать? Ответ не очевиден.
Но в этой амбивалентности и заключается его величайшая трагедия. Брюс Уэйн может надеть любую маску, но никогда не сможет снять то, что называется Бэтмен. Каждый герой рождается из выбора, но что если этот выбор никогда не был свободным? Бэтмен – символ силы, мужества и справедливости, но в основе его истории лежит вопрос, от которого невозможно уйти. Он борется ради спасения мира или лишь ради того, чтобы удержать в узде собственную боль? Вся его жизнь – это вечный цикл повторения травмы. Каждое новое преступление, каждый новый злодей, каждый ночной выезд на улице Готэма – это воспроизведение того самого вечера, когда маленький Брюс потерял все. Теперь он в роли спасителя, в роли мстителя, в роли того, кто контролирует ситуацию. Но ведь и сама преступность, как будто по иронии судьбы, никогда не исчезает. Готэм остается полем битвы, словно отражение внутреннего мира своего защитника, хаотичного, израненного, полного теней. Бэтмен сражается не только с преступниками, он борется с собственным страхом, со своей виной, со своей вечной пустотой. В каждом злодее он видит часть себя, в Джокере – бездну хаоса, в Двуликом – раздвоенность своей личности, в Пугале – собственный ужас, в Бэйне – разрушительную силу одержимости. И потому его борьба никогда не является чистой внешней. Это битва с собственными отражениями, с теми сторонами его души, которые он не может признать и принять. Именно в этом заключается трагедия. Его миссия не освобождает его, а лишь продолжает удерживать в плену. Он не может остановиться. Если преступность исчезнет, исчезнет и его смысл. Его жизнь построена вокруг борьбы, а значит, мир без врагов для него невозможен. Бэтмен создает порядок только для того, чтобы снова и снова вступать в хаос. Это вечное колесо Сизифа, где каждый камень, который он катит на гору, неизбежно скатывается обратно. Вопрос в том, кем он является, героем или жертвой. Для жителей Готэма он символ надежды, ночной страж, тот, кто готов пожертвовать собой ради других. Но для самого Брюса это не подвиг, а приговор. Он обречен быть Бэтменом, потому что не знает, как иначе быть человеком. Его жизнь не свободный выбор, а вечное следствие травмы. И все же в этом парадоксе рождается и величие, потому что в отличие от многих, кто ломается под тяжестью боли, Брюс превращает свою рану в оружие. Он становится тем, кто защищает слабых, потому что сам навсегда остается тем ребенком, который не был защищен. Его героизм – это обратная сторона его боли. Но финал всегда звучит трагически. Бэтмен не может победить, он может лишь бороться. Он никогда не вернет себе утраченное, никогда не излечит свою рану, никогда не позволит себе жить нормальной жизнью. Его путь – это путь человека, который превратил свою травму в смысл. Так рождается последний образ. Бэтмен стоит на крыше, глядя на мрачный город. Под ним улицы, полные страха и преступлений. Внутри него та же пустота, что и много лет назад. Но именно эта пустота заставляет его снова и снова выходить в ночь. И в этом вечном возвращении есть его проклятие, его подвиг и его правда. Он не только герой, но и узник своей боли.